Ребята, всем большой привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Смотрите, расскажу вам интересную ситуацию. Сижу я, значит, никого не трогаю, готовлю сравнение Galaxy S22 Plus с пикселем, параллельно разбираюсь с Huawei P50 Pro на Snapdragon, который в России начал продаваться, с Realme GT 2 Pro, который в России пока еще не продается. Смотрю, на что способна камера нового iQOO, а также изучаю новый OnePlus Nord SE 2. Кстати, вот эти все видосы, конечно же, совсем скоро будут. А тут ко мне заваливается компания Tecno и говорит: Филипп, слушай, ты же у нас вел презентацию летом. Я такой, ну да. Они такие, а мы выпускаем новый смартфон. Я такой, ну и чего? Они говорят, смотри, это Camon 18 Premier, и это смартфон, который стоит 27 тысяч рублей, и у него есть пятикратное оптическое увеличение. Хочешь протестировать? Я такой, ребят, ну слушайте, у меня канал серьезный, да? Большие разборы фотовозможностей и так далее. Какое пятикратное увеличение за 27 тысяч рублей, если ближайшее пятикратное увеличение это Galaxy Note 20 Ultra, который стоит, ну там типа 60-70 тысяч рублей. Они такие, Филипп, возьми, попробуй. Я такой, ребят, ну нас же засмеют. Типа, что это за фотофлагман за 27 тысяч рублей? Они такие, Филипп, давай, значит так, если понравится тебе смартфон, расскажешь про него. Если не понравится, расскажи, можешь полностью убить его. Хоть сначала сделай фотографию, а потом сделай дроп-тест. Я такой, ну окей, давайте. Если ты претендуешь на какие-то хорошие фотовозможности, давайте возьмем Redmi Note 11 Pro, который, кстати, сейчас еще в России не продается, и посмотрим, что там по фото. И я поехал, сделал несколько фотографий. И вот смотрю я на памятник Николаев и вижу, что на Tecno у нас, ну, смотрите, деталей больше. Вот здесь вот у лошади детализация больше, у самого памятника. Да, вот тут небольшие засветы на фонаре, они как будто бы похуже отработаны, чем на Redmi, а в остальном хорошо. И я такой раз еще беру фотографию Исаакиевского собора, смотрю и вижу, что, ну вот смотрите, плитка, да, на Tecno лучше, чем на Redmi. Я двигаюсь сюда, ну и вижу, что здесь картинка на Tecno гораздо более детализированнее, чем на Redmi. Вот эту надпись, например, посмотреть, царю, а тут на Redmi вообще не прочитать ничего. И я такой, окей, делаем фотографию на ширик, тоже сравниваем с Redmi. И, ну, во-первых, на Redmi у нас, посмотрите, как засвечены фонари, да и вообще, честно говоря, детализация очень, не очень. И здесь я бы сказал, что Tecno опять интереснее. Вот посмотрите на эту надпись Astoria, посмотрите на Astoria на Redmi, ну и вот на этот фонарь. Просто вообще какая-то жесть. Я такой, ну окей, с Redmi Note 11 Pro понятно. А что с телевичками? Пятикратный у нас где? Galaxy Note 20. Также у нас есть трехкратный в OnePlus 10 Pro. Есть четырехкратный в пикселе. И я такой, давай посмотрим. Ну, первую фотку я сравнил, опять же, с Redmi Note 11 Pro. Ну, вы видите, да, телевичок. Мы понимаем сейчас, глядя на эту фотографию, для чего нужен телевичок. Чтобы была фотка нормальная. Redmi Note 11 Pro отлетает. У него и телевичка нет. Ну, в общем, вот. Я такой, окей, берем смартфон посерьезнее. OnePlus 9 Pro, трехкратное увеличение. Давайте смотреть. Ну, как вам фотография на OnePlus в сравнении с Tecno? На OnePlus куча шумов. Да, на Tecno, конечно же, тоже совершенно не идеальная фотография. Но если выбирать вот между OnePlus и Tecno, я бы выбрал Tecno. И я такой, ну окей, а Pixel 6 Pro? Вот фотография в сравнении с пикселем. Да, тут пиксель выглядит поинтереснее, цвета получше и так далее. Вот в этой зоне вообще пиксель гораздо лучше справился. Окей, слава богу, Tecno не лучше пикселя. Но, в принципе, да, направление это верное. И я беру Xiaomi 12 Pro. Там двукратное увеличение. И смотрим. Ну, Xiaomi лучше по цветам, потому что смольный собор должен быть, конечно, голубым, но вот по деталям, ну, в целом по деталям мне больше нравится Tecno. И, в принципе, голубой цвет здесь не так сложно накрутить. Видите, да? Я такой, ну окей, у нас есть пятикратное увеличение на Note 20. Беру Note 20 и Tecno, и... Ну, как вам сказать? Нет, не то, что Tecno лучше, да? Но, как бы сказать, чтобы не обидеть Samsung и чтобы вы меня не закидали помидорами. Посмотрите, но фотки-то, ну они не то, что одинаковые, но они очень близко. Очень близко. Видите, да? Я сделаю специальную галерею, вам покажу вот эти фотографии, вы сможете их скачать. И, короче, я такой, интересно. Tecno Camon 18 Premier. С пятикратным увеличением за 27 тысяч рублей, ну или сколько там он стоит. Хорошо, я посмотрю его. И я, вы знаете, походил с ним. И
ну, прямо проникся. Да, тут, конечно же, очень много моментов. Все-таки Tecno — это китайская компания, и есть вот эти китайские моменты, но телефон прямо заслуживает особого внимания. И теперь, когда я смотрю на Redmi Note 11 Pro с его фотокамерой и Tecno Camon 18 Premier с его камерой, я понимаю, что, ну, тут она точно лучше. Я понимаю, что это может звучать дико, я понимаю, что вы сейчас можете меня там закидать гневными комментариями, что я продался китайцам. Ну, как бы тут одни китайцы и другие китайцы. Кому тут продаваться-то? Я походил с этим смартфоном, хочу рассказать вам, что он в итоге из себя представляет. Все плюсы и минусы. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Ну и давайте начнем с корпуса. Смотрите, какой прикольный цвет. Голубой, сзади стекло, спереди стекло. Очень странно, у нас нету наклеенной пленки. Сзади матовое покрытие. Оно собирает нормально отпечатки пальцев, но выглядит классно. В комплекте у нас есть вот такой чехол. В целом на деле все в порядке. Ну и блок камер выглядит достаточно внушительный. Я бы сказал, что прикольно, что вот эти глазки камер раскрашены разными цветами. Вот есть, например, красный. И вот тут внизу у нас видно телескоп, телевичок, 5-кратное увеличение. Пластиковая рамка. Сканер отпечатка пальцев находится сбоку, работает мгновенно, тут же кнопки громкости. Снизу у нас есть USB Type-C, у нас здесь есть джек для наушников и инфракрасного порта нет. Можно использовать одновременно две сим-карточки и карточку памяти. Круто. Слушайте, ну экран вообще отдельная песня. Во-первых, это AMOLED, во-вторых, это 120 Гц и 550 нит яркости. Да, но это не самый яркий экран, который я, конечно же, видел, но он работает хорошо, и вот эти 120 Гц работают тоже очень хорошо. Я, конечно, могу сказать честно, что Redmi Note 11 Pro, как мне кажется, все-таки работает чуть пошустрее. Диагональ дисплея 6,7 дюймов. По своим цветовым характеристикам я бы сказал, что он окей. Снизу есть небольшой подбородок, но в целом смартфон выглядит хорошо. Он, правда, немножко тяжеловат, 200 граммов весит. Также здесь стоит MediaTek Helio G96. А вот что у нас по памяти? 8 оперативный, 256 встроенный. И есть только один вариант. Для сравнения, Redmi Note 11 Pro 6 гигов памяти, 64 встроенный, это начальный вариант. Дальше 6 на 128 и 8 на 128. Здесь 8 на 256 и только так. Ну а за что мы с вами раньше не любили и по-прежнему не любим китайские смартфоны каких-то непонятных брендов? Все очень просто, они обычно безбожно тормозят. Внутренняя прошивка, внутренняя начинка, процессор, все очень-очень слабый. Но здесь стоит MediaTek Helio G96. Да, он сделан по 12 нанометрам. Но в AnTuTu он выдает 337 тысяч баллов, нагревается до 34 градусов. И 336 баллов нагревается до 36 градусов. Также тротлинг 100 потоков. 20 минут выглядит очень себе прилично. Для сравнения, у нас в Redmi Note 11 Pro стоит Snapdragon 732G. Ну, я уже сказал, все-таки Redmi Note 11 Pro в моем представлении работает чуть пошустрее. Все-таки здесь MIUI и большая компания, и огромный опыт. Но в целом я ходил с этим смартфоном порядка недели и, ну, как бы особо трудностей никаких не чувствовал. Все работает достаточно хорошо. Здесь стоит 11 Android и местная операционная система, которая называется HiOS 8.0. Ну а что аккумулятор? Да тоже все хорошо. 4750 мАч. Есть 33-ваттная зарядка быстрая. Смартфон заряжается чуть больше часа, а работает отлично. Вот посмотрите, у меня остался 1%. 7 часов и 7 минут работы экрана, 1 день и 9 часов работал смартфон. Или вот другой вариант. 7% остается, 7 часов и 9 минут экрана, 18 часов смартфон проработал. Ну, короче, вы понимаете, да, 7 часов работы экрана, это, ну, вам хватит на 1,5 дня точно. Я, честно говоря, с Redmi Note 11 Pro еще пока не ходил, поэтому не знаю, как у него там с аккумулятором, но он тоже здоровый, 5020 мАч. Есть тоже быстрая, кстати, 33-ваттная зарядка, поэтому я думаю, что они примерно одинаковые. К сожалению, здесь нету стереодинамиков, да, это первый минус, с которым я столкнулся, ну, например, по сравнению с Redmi Note 11 Pro. И звук такой, знаете, он достаточно громкий, но такой, может быть, немножко рисковатый, не бархатистый. Но в целом, когда мы запускаем Call of Duty, да нормально, погнали. И так как хороший процессор, нормальный аккумулятор, классный экран, ты играешь в Call of Duty и чувствуешь себя вообще отлично. Я не говорю, что он работает лучше, чем Redmi Note 11 Pro, я просто говорю, что сам по себе он работает хорошо. Во-первых, вы видите, что тротлинг тест показывает, что все отлично. Раз. Во-вторых, нагрев идет тоже небольшой, это 2.
Ну и во-вторых, 8 гигов памяти, 330 тысяч баллов AnTuTu. Практически любая игрушка по большому счету будет играться нормально. Хоть это будет Genshin Impact, хоть это будет Shadowgun Legends, хоть это будут танки или Call of Duty, все в порядке. Не надо ставить максимальные настройки и абсолютно легко используйте этот смартфон для игр. Давайте еще раз обращу ваше внимание, я вам сейчас не продаю этот смартфон, я просто говорю, что он неплох. Ну, то есть он неплох в сравнении со всеми другими телефонами, которыми я пользовался за последнее время, но так как в нем камера лучше, чем Redmi Note 11 Pro, так как тут есть пятикратное увеличение, то в целом этот смартфон плавненько перетекает в зону таких недорогих, но все-таки фотофлагманов. Ну и по связи здесь тоже, в принципе, все хорошо. Bluetooth версии 5.1, NFC, 3,5 мм джек. Снизу у нас USB-C второго поколения, есть возможность подключать флешки, нету инфракрасного порта, Wi-Fi поддерживает 5 ГГц. И несмотря на то, что это китайский смартфон, все бенды присутствуют. Сама операционная система, возможно, у вас возникнут какие-то вопросы, потому что она немножко отличается от Samsung, от Xiaomi, от Huawei. Ну, в принципе, так и должно быть. Ну, первое, что хочу сказать, она работает достаточно хорошо. Не могу сказать, что есть какие-то лаги, подтормаживания и так далее. Мне кажется, что ровно так же, как и у всех остальных. Периодически прилетают обновления, это хорошо. Сверху наша шторка, которая ровным счетом напоминает все современные шторки. Это некая такая смесь iPhone и Android. Естественно, есть темные темы, защита зрения, можно делать клонирование приложений, причем здесь нельзя делать клонирование любых приложений, только мессенджеров, соответственно, Facebook, WhatsApp, Telegram, ну что у вас будет установлено, то и можно клонировать. Операционка называется HiOS, версия 8.0, и такая же, кстати, стоит на смартфонах компании Infinix. Ну, я бы сказал, что вообще эти два бренда идут как-то рядом. По тактильным ощущениям все хорошо, вибро здесь стандартный, ни плохой, ни хороший. Ну и основная вещь, с которой я сегодня начал рассказ, это камеры, да. Я вам показывал пример, теперь хочу рассказать технически. У нас основная на 64 мегапикселя, апертура 1.6, достаточно светосильная. У нас есть пятикратное оптическое увеличение, это 8-мегапиксельная камера, апертура 3.5 и ультраширик на 12 мегапикселей. Что самое интересное, на ультраширике стоит стабилизация Gimbal. Это такой специальный подвес, погуглите. Я, честно говоря, не знаю, почему Gimbal есть на ультраширике, а не на основной камере, но так или иначе. Интерфейс камеры немножко напоминает, что это китайский смартфон. Естественно, ночной режим, портреты, есть различные сценарии, пятикратное увеличение. Единственная вещь, которая лично меня, расстроила, за 27 тысяч рублей этот смартфон не умеет снимать 4К. У меня нет никакого объяснения, почему смартфон не умеет снимать 4К. Зато есть видеопортретный режим. И еще здесь нельзя выбирать количество кадров в секунду, соответственно, только 30. Я думаю, что в основном по фотовозможностям камера вас будет устраивать. Что касается видео, здесь такое среднее качество. В целом-то по финалу, что на самом деле можно сказать? Во-первых, я несколько лет назад записывал первое видео про Tecno, и это был какой-то очень плохой смартфон, и, соответственно, видео оказалось примерно таким же. Очень слабеньким. Но за несколько лет компания Tecno выросла. Это круто. Я понимаю, что огромное количество скепсиса, чтобы покупать смартфон за 27 тысяч рублей, когда есть покафоны, Realme, Galaxy A52 и прочие смартфоны. Я это все прекрасно понимаю. Я думаю, что здесь как обычно. Вот помните, когда Realme появился? И вообще никто не воспринимал всерьез. А сейчас Realme просто везде, на всех техноканалах рассказывают про Realme. Здесь такая же штука. Если компания Tecno будет идти правильным путем, то спустя какое-то время мы все привыкнем к тому, что Tecno тоже делает достойное устройство. Причем, что самое интересное, ведь, это, грубо говоря, там один из вариантов максимальных, а ведь есть простые варианты. У Tecno есть модельки, которые стоят там 10 тысяч рублей, при этом там хорошие технические характеристики и есть NFC и все остальное. Tecno компания, которая пытается сейчас завоевать российский рынок, именно поэтому она пользуется очень простым способом, дает большее за меньшие деньги, да. И раньше это было Xiaomi, сейчас я бы сказал, что это Realme, а впоследствии, возможно, этим займется и Tecno. Я все ссылочки на Tecno оставлю внизу, переходите, посмотрите, если интересно. Ну а меня зовут Фил, большое спасибо за то, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Ни в коем случае не болейте, всем вам счастливо и пока!